Эти убийства шокировали весь мир. Дьявольская сила или кровавый маньяк. Узнавая подробности самых страшных убийств, сложно поверить, что это сделал обычный человек, как мы. Каждое убийство — это не просто статистика, но и загадка, в которой переплетаются заблудшие души, отчаяние и жажда власти. Мы погружаемся в мир, где граница между реальностью и мистической легендой стирается. Сегодня я расскажу вам зверские истории убийств с разных уголков мира. Предупреждаю, что в этом видео содержатся факты, которые не предназначены для впечатлительных. Сталкиваясь со зверскими убийствами, возникает вопрос, почему он это сделал. Триада Макдональда. Анализируя криминальных пациентов, Джон Макдональд пришел к трем составляющим, которые связал с предрасположенностью к жестоким убийствам. Первый элемент триады — зоосадизм. Оторванные крылья бабочек, задушенные кошки и собаки, цыплята без головы. Дети, которым не жалко живность, вокруг них всегда вызывают страх. Такие малыши безжалостно расправляются с теми, кто не может дать им отпор. Жестокое обращение с животными является следствием злобы и отчаяния, которые уже успели накопиться у ребенка. Уже в детстве нарушается грань между жизнью и смертью. Это заставляет ребенка почувствовать себя имеющим право решать, кто достоин жизни, а кто нет. Щелчок. Искра. Огонь. Когда малыш любит подолгу смотреть на костер, волноваться нет необходимости. А вот когда он ворует спички, поджигает поле или сарай, то стоит начать переживать. Пиромания является второй составляющей в триаде Макдональда. Когда огонь охватывает большие территории и начинает пожирать все, до чего коснется, создается ощущение всевластия. Это же я принес спички, я могу в одно мгновение испепелить все вокруг. Энурез. Не само расстройство несет криминал в сердце малыша. Главную роль играет реакция родителей. Если ребенка бьют или стыдят за что-то совершенно естественное, то в сердце зреет не криминал, а злость и чувство стыда. Часто инурез является предвестником пиромании и зоосадизма. К предпосылкам к преступному будущему можно отнести и травмы головы. Ребенок, который получил в детстве сотрясение или черепно-мозговую травму, в будущем может стать хладнокровным убийцей. Это связывают с травмой лобной доли, которая отвечает за эмпатию. Во взрослом возрасте тревожным фактом может стать влечение преступника к трупам или детям. Обычно такие люди устраиваются работать в морг, могут совершать действия разного характера с телами. Аналогично и с детьми. Есть случаи, когда маньяки до совершения своих жестоких преступлений обвинялись в растлении и изнасилованиях несовершеннолетних. Перечисленные признаки говорят лишь о предрасположенности к совершению тяжелых преступлений. Это не значит, что каждый ребенок станет убийцей. Если у него был энурез или зоосадизм. Главным фактором, который чаще всего ведет к совершению особо тяжких преступлений, являются родители ребенка. Маргинальный образ жизни родителей и их беспорядочные половые связи, подвержение ребенка сексуальному, физическому и эмоциональному насилию — фундамент к становлению криминальной личности. Появление признаков триады Макдональда являются лишь верхушкой айсберга формирования маньяка. Берите листочки и зачеркивайте совпавшие признаки у героев этого видео. Пишите комментарии, если соберете целое комбо. Жуткая семейка людоедов. Мы поговорим об Александре Спесивцеве и его матери, Людмиле Спесивцевой. Их жизненный путь оказался переплетен с ужасами, которые заставляют нас переосмыслить, что же на самом деле происходит в умах людей и в их семьях. Со своей матерью у Александра Спесивцева с детства была тесная связь. Женщина родила его дома. Только спустя 2 года после его рождения она сделала ему свидетельство о рождении. Рос мальчик болезненно. До 12 лет он спал с ней в одной кровати. Мама всегда была его лучшим другом. Когда женщину уволили из школы за кражу, она устроилась помощником адвоката. С работы Людмила приносила маленькому Александру фотографии трупов из уголовных дел. Они с сыном долго их рассматривали вместо детских книжек. Саша был проблемным ребенком. Он поджигал дверные замки, воровал и разрушал все в подъезде. За это соседи в доме семью Спесивцевых не любили. Школу он закончил, отучившись 8 классов. Александр чуть не попал за решетку, но врачи признали его невменяемым. Это помогло ему избежать срока за кражу. В 1991 у него появился роман с несовершеннолетней Евгенией. Пара недолго жила счастливо. Мужчина избивал ее. Смерть Женя встретила в квартире Александра. Он запер ее в квартире и жестоко издевался в течение месяца. Скончалась Евгения от сепсиса. В 92-м Спесивцева признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. После выписки он снова вернулся домой. Правоохранительные органы, которые занимались делом Жени, считали, что Александр из больницы выписан не был. Только через 6 лет ему дали 10 лет за тяжкие телесные повреждения. Мать сына покрывала и ругалась с правоохранителями, которые вели дело. Спустя 5 лет мужчина познакомился с другой девушкой, Еленой Труновой. Девушка разозлила Александра своими словами о его мужской силе. Спесивцев расчленил девушку. Это убийство определило почерк убийств Александра.
Помогала с расчленением Александру мать Людмила. Женщина вынесла в ведрах части тела и закопала. Через год мужчина заманил в квартиру 7 подростков. В своей дьявольской ловушке он расправился со всеми и сложил гору трупов в коридоре. Всем жертвам Людмила не оказывала никакой помощи. Действовала она только в интересах сына. Последними жертвами маньяка стали 3 девушки – Настя, Женя и Ольга. Девочки были подростками. Старшей их них была Оля, которой было 15 лет. В зловещую квартиру девочек заманила Людмила. Женщина попросила девочек открыть дверь, а девочки не отказали. В квартире их поджидал настоящий зверь. Сначала Александр убил Настю, потому что она попыталась его ударить. Женю и Олю семья Спесивцевых держала в квартире около 2 месяцев. Александр насиловал, избивал девушек. Есть их заставляли свою подругу Настю. Следующие убили Женю. Олю он заставил расчленить ее и съесть суп из ее мяса. Кости 2 убитых девочек рядом грызли собаки. 24 октября 1996 в кровавое логово пришла милиция. Справедливость восторжествовала по случайности. В доме из-за большого количества трупов начало вонять. Соседи жаловались на это и вызвали службы ЖЭКа. Это была не первая жалоба. Был вызван участковый, который вызвал наряд милиции, которая выбила в дверь. Всего было обнаружено 80 предметов одежды разных людей. Обвинили Спесивцева в 19 убийствах. Выжившая Оля смогла дать показания о том, что происходило в квартире. На следующий день она скончалась. Александра приговорили к принудительному психиатрическому лечению. По случаю выздоровления ему положен большой срок лишения свободы. Людмиле Спесивцевой дали 13 лет лишения свободы. В 2008-м она вышла из тюрьмы и проживала с дочерью в поселке городского типа. Квартира, в которой были совершены зловещие преступления, до сих пор остается пустой. Никто ее не покупает и жить в ней никто не хочет. Серийный убийца. Нечеловеческое существо. Сам дьявол. Его фамилия стала страшным прозвищем. Андрей Романович Чикатило. Чтобы понять, как человек мог совершить такие зверства, стоит обратиться к детству убийцы. Андрей Романович повествует о своем детстве как о страшном кошмаре. Годы взросления пришлись на Великую Отечественную войну. Отец был на фронте. Мать забеременела от неизвестного. По некоторым данным, она была изнасилована немецкими солдатами. У Андрея родилась сестра Татьяна. Маленький Андрей родился с признаками гидроцефалии. До 12 лет он страдал энурезом, за что получал от матери. Она избивала его за мокрые простыни. Эта ситуация дополняла его разрастающийся комплекс неполноценности. Существует 2 устойчивых мифа о детстве Чикатило. Первый миф о его съеденном брате. Его мать говорила о том, что в годы страшного голода семье пришлось съесть брата Степана. Второй миф о том, что Чикатило стали свидетелем расстрела жителей села Яблочное. 6-летний Андрей из любопытства с другими мальчишками направился в сторону страшного события. Немцы заметили детей и пустили по ним огонь. Чикатило не сумел сбежать от недругов. Он упал и разбил голову. Солдаты решили, что мальчик мертвый бросили в яму с трупами из села Яблочное. Ребенок пролежал в яме всю ночь, а к утру вернулся домой. Достоверность этих фактов из биографии Андрея Романовича не подтверждена, но и не опровергнута. Остается лишь догадываться, как было на самом деле. Взрослым Андрей Чикатило оказался обычным человеком. Правда, если не смотреть внимательно. Женился на Феодосии Одночевой, у них родилась дочь. Отмечалось, что в постельной жизни Чикатило терпел неудачи, с женой частой близости не было. Работал директором школы и учителем русского и литературы. Выяснилось, что домогался до учениц, и вскоре после того, как его поймали на этом, уволился, по собственному желанию. Вся биография Чикатило говорит нам о сломанной психике и влечению к запретному. Первой жертвой стала Елена Закотнова. Девочка была задушена, над ней было совершено насилие интимного характера с особой тяжестью. Множественные ранения в живот. Сразу после первого убийства Чикатило стал подозреваемым. Спустя некоторое время был задержан Александр Кравченко. Невиновного мужчину посадили в тюрьму с агрессивным убийцей. После ночи с ним Александр во всем признался и был расстрелян. Про Чикатило все забыли. С 1978 по 1990 Чикатило совершил серии жестоких убийств, жертвами которых стали как мужчины, так и женщины, чаще всего молодые. Его изощренные методы и жестокость поражали следствие и вызывали панику в обществе. Чикатило действовал с особой хитростью. Он выбирал свои жертвы, как правило, на вокзалах или в парках, подготавливая план своего нападения с точностью. Его обращения к жертвам вначале выглядели безобидно, однако вскоре они становились мишенью его садистских наклонностей. Полиция
Полиция надолго увязла в догадках и многочисленных слушаниях, поскольку множество улик не давали четкого образа преступника. Только благодаря научным методам, таким как профилирование преступника и ДНК-экспертиза, следователи смогли выйти на след Чикатило. В 1992 году он был арестован и позже признался в 50 убийствах, что шокировало общество. 13 февраля 1994 Чикатило был приговорен к смертной казни и впоследствии расстрелян. Дзюнко Фурута была японской школьницей, жизнь которой обернулась трагедией. Девушка хорошо училась, подрабатывала официанткой после школы. В 1988 в возрасте 17 лет она стала жертвой одного из самых жестоких преступлений в истории Японии. Дзюнко была похищена группой подростков Хироши Мияно, Нобухара Минато, Дзё Огуро и Ясуши Ваанабе, которые ее задержали и подвергли жестоким пыткам, сексуальному насилию и избиениям на протяжении 44 дней. Девушка знала подростков, так как один из них, Хироши Мияно, был ее одноклассником. Хироши осенним днем увидел девушку в парке и подстрекнул своих 4 друзей отомстить девушке за ее отказ встречаться с ним. Своим хитрым планом подростки заманили в заброшенный склад. Девушку изнасиловали и привезли в дом к Нобухаро, где она подверглась групповому изнасилованию. Молодые люди заставили позвонить родителям и сказать, что она на ночевке у подруги. Следующие 1,5 месяца девушка находилась в чужом доме. Подростки запугали и родителей Нобухаро, которые ничего не предпринимали, пока за стенами их дома творились зверства. Похитители угрожали ей и использовали ее как предмет для удовлетворения своих жестоких желаний. Сначала сексуальное, физическое и психологическое насилие оказывалось только 4 подростками, а затем в квартиру стали приходить и их знакомые. Применялись к девушке и другие формы зверств. Девушку избивали, испражнялись на нее, вставляли в нее спички и другие предметы. Глаза и гениталии поджигали, на тело кидали гантели. Потеряли интерес к девушке только тогда, когда она начала уже заживо гнить. Девушка дважды могла быть спасена. Первый раз ей могла помочь полиция. Родители одного из подростков, который знал о зверстве, сообщили в экстренную службу. Только семья Нобухара убедила их, что все в порядке, и полиция уехала. Второй раз был, когда девушка смогла сама добраться до телефона, но подростки затащили ее обратно. За это подростки подожгли девушку заживо, но она выжила. Один из подростков в порыве злости забил Дзюнко до смерти. После этого они засунули тело в металлическую бочку и залили бетоном. Бочку они оставили в парке. Хироши Мияно признался в содеянном. Началось судебное дело по убийству Дзюнко Фуруты. Парням, которые совершили преступление, были выданы мягкие сроки, так как они были еще несовершеннолетними. После отбывания срока жизнь преступников осталась криминальной. Они были замечены в различных преступлениях и участии в мафии. С виду активный и честный гражданин, любимец детей. Тот, кто заставляет улыбаться, а еще и замереть от страха. Джон Гейси жил в неблагополучной семье. Отец избивал мальчика, однажды в порыве ярости он убил его собаку. У Гейси были проблемы со здоровьем. Мальчик имел проблемы с сердцем и терял сознание. Дважды мальчик стал жертвой сексуального насилия. В школьные годы парень был зациклен на сексуальных темах. Он воровал женское белье и примерял его. Во взрослом возрасте его подозревали в связи с подростками и распространением порнографии. После школы Джон Гейси переехал в Лас-Вегас. Там он в качестве подработки устроился работать в морг, где спал в гробах и ласкал трупы подростков. Этот факт из его биографии стал известен уже после его поимки. Влечение к мертвым испугало Гейси, и он решил кардинально поменять свою жизнь. Мужчина изменил ее, сделав идеальной. У него появился свой бизнес и семья. Отец начал гордиться им. Гейси создал и образ своего альтер-эго – клоун Пого. Гейси выступал на детских праздниках и веселил детей в образе клоуна. Выступал он абсолютно бесплатно. Пого был нужен Джону для того, чтобы пережить те ужасы, которые он хранил глубоко в себе. За ширмой идеальной жизни скрывались страшные тайны. Первой жертвой стал подросток Тимоти, через некоторое время и еще один парень. Трупы он прятал в подвале своего дома. За пару лет мужчина убил около 30 человек. Дом всегда был полон гостей, но никто ничего не подозревал. У Гейси был почерк преступлений. Мужчина предлагал покататься подросткам с ним, забалтывал их и предлагал работу. Он предлагал на первое время пожить у него. Когда жертва соглашалась, он отвозил ее домой, спаивал, насиловал и убивал. Если просто распивать алкоголь с жертвой не выходило, то он переодевался в пого и показывал фокусы. Его главным был фокус с наручниками. Гейси легко удавалось снимать их с запястий, и жертве он предлагал попробовать то же самое. Несчастные подростки терпели поражение и оказывались беспомощными. В начале 1968 года полиция неожиданно пришла к Гейси, обвиняя его в нападении на 16-летнего подростка с угрозой ножом и в использовании наручников, хотя мальчику удалось сбежать. Кроме того, Гейси неоднократно притеснял еще одного несовершеннолетнего. На суде обвиняемый не признал вину, но достаточные доказательства позволили осенью 68-го осудить 26-летнего летнего преступника на 10 лет.
За примерное поведение его отпустили через 18 месяцев. Жена подала на развод и исчезла из его жизни. Джон женился второй раз и снова прославился как удачливый бизнесмен. Ему удалось даже познакомиться с женой тогда действующего президента США Джимми Картера, Розалин. В доме Гейси царил настоящий хаос. Он проявлял себя как настоящий тиран. Во время конфликтов с женой он ломал мебель, кричал и иногда распускал руки. Кроме того, Джон стал закупать порнографические журналы и запретил супруге входить в некоторые комнаты. Вскоре и второй брак Джона распался, что еще больше развязало ему руки. Первый серьезный риск для Гейси возник только тогда, когда одна из его жертв, Джеффри Рингналь, удалось сбежать и самостоятельно определить личность преступника по его автомобилю. Однако полиция сомневалась, что Рингналь смог достоверно указать на машину маньяка и не проявила должной активности. Ситуация изменилась 12 декабря 1978, когда в небольшом городке Десплейнс пропал 15-летний Роберт Прист. Накануне он сказал матери, что собирается встретиться с Джоном Гейси. Полиция, а также ФБР, подключившиеся к поиску подростка, решили проверить Гейси. В ходе расследования выяснилось, что у него уже была судимость за растление несовершеннолетних, что сделало его главным подозреваемым. Несмотря на установленное наблюдение за Гейси, ему удалось вынести тело Приста из своего дома. Тем не менее, он пришел на следующий допрос, как будто ничего и не случилось. В протоколе допроса отмечалось, что у Гейси был стеклянный взгляд, и его ботинки были запачканы грязью. Вскоре прокурор выдал ордер на обыск дома подозреваемого. Сотрудники полиции, прибывшие в его место жительства в пригороде Чикаго, сразу заподозрили неладное. Разобрав кирпичную кладку стен, они обнаружили останки 29 мальчиков и молодых мужчин. Спустя несколько часов Гейси признался в убийствах и нарисовал подробную схему, на которой указал места захоронения тел своих жертв. И образ убийцы всегда ассоциируется с мужчинами. Но это не так. То, что женщина не может совершить зверское убийство, это миф, и я вам сейчас это докажу. Небольшой домик в Иркутске. Этот дом все стараются обходить стороной. В этом доме Олеся Мостовщикова зарезала свою подругу, а на протяжении недели готовила из нее суп. Первую улику нашли местные бомжи. В тяжелом мешке на мусорке были обнаружены 2 человеческие ноги. Было открыто дело и начались поиски тела. Участковый, который вел дело, почти сразу нашел Олесю. Он допросил женщину и ее подругу Юлию Циглер, которые на тот момент были дома. Его смущали грязные тазы во всем дворе и подозрительная активность женщин в теплице. За туалетом была найдена женская сумочка. Так Олеся стала подозреваемой. Участковый Петр Инхиреев зашел в дом к подозреваемой и обнаружил страшное. На кухонном столе были обнаружен обед из человеческого мяса. Мостовщикова сразу призналась в содеянном. Ей дали 8 лет. Так как в России не дают срок за каннибализм, женщине дали срок только за убийство. Ее подруге Юлии не дали срока, а в деле она проходила как свидетельница. Тело находилось в подвале. Вместе с подругой Олеся поедала убитую, когда появлялось желание. Девушке дали 8 лет. В это сложно поверить, но вся кровавая расправа происходила на глазах у 7-летнего сына Олеси Мостовщиковой. Сейчас Илья находится в приюте. К убийству Татьяны Мостовщиковой привел их конфликт с Олесей. В сердцах потерпевшая назвала обвиняемую плохой матерью, и та взялась за топор. В каннибализме Олеся обвиняет подругу Юлию. По ее мнению, если бы не влияние женщины, то она бы не оказалась в тюрьме. Родственники с женщиной общаться не хотят. Ее письма из мест лишения свободы родные игнорируют. Каждому из нас необходимо заглянуть за пределы очевидного, чтобы разгадать шифр этих ужасных поступков и ответить на вопрос, что на самом деле означает быть человеком в мире, полном тьмы. Сегодня мы поговорили лишь о самых нашумевших историях шокирующих преступлений. Но что если остались те, чья история тоже должна быть рассказана?